100G. Вячеслав, подскажите, что же такое настоящее искусство? Почему картины старинных художников становятся инвестиционно привлекательными и подлинным искусством только после 50 лет, еще и после смерти автора? Почему такая несправедливость? Старые, пожухшие, желтые картины стоят 100 тысяч, 300 тысяч долларов, а то и миллионы, а художник вынужден жить и творить всю жизнь в нужде и нищете, продавая свои текущие работы за относительно небольшие деньги. Почему так несправедливо? Я бы, например, рисовал и рисовал, но за спасибо ничего не купишь. Рисовать в стол тоже не хочется. Чтобы потом кто-то нажился на твоих стараниях после собственной смерти, тоже не особенно хочется, обидно. Что же такое настоящее искусство? На мой взгляд, это то, что делает вас настоящим. Вас. Мы работаем, художник работает не для того, чтобы изменить мир, а изменить себя. Если этот вектор перевернут, выключатель, тумблер, в сторону того, чтобы самому измениться, то получается, что, работая над каким-то произведением, ты становишься все ближе к тому моменту, когда ты можешь предстать перед всевидящими очами Всевышнего. Мне так кажется. Что думаете, господа, вы на этот счет? Ну, а мир такой, какой он есть, мы не сможем его изменить своими законами маркетинга. Ну, Сальвадор Дали, например, да много кто стал известен при жизни. Ну, говорят, что удача – главный момент. Вот нужная встреча в нужном месте, что-то там изменяется с нужными людьми. Да, и кому везет, кому не везет. Бывает так, что, может быть, зачастую везет бездарностям. Они заявляют, что они самые крутые, единственные, лучшие авторы. Сложное дело. Это же не тираж какой-нибудь изготовить, ботинки, да, понятно, что они удобны или неудобны. И это признается, и сразу же эта обувь будет покупаться везде. Ну, зависит от твоих усилий маркетинга. А тут ты делаешь новое, чего никто не видел, к чему, возможно, никто не готов. А для того, чтобы подготовиться, ну, эти 50 лет и пройдут. Потом такой момент. Если сотрудничаешь с галереей, галерейщик тоже, кстати, это же человек, который тоже может быть не готов. Или он находится в таких тисках, он вынужден как-то лавировать между вкусом покупателя, который просто ниже плинтуса в основном, да, и художником, который высоко творит там настоящее что-то. Вот как ему быть, если это настоящее, галерейщик, например, видит, оно не востребовано. Что ему делать? У него аренда. Галерейщик нужен, чтобы тебя продвигать. Да? А продвижение – это же печать каталогов, выставки. Кто это будет все оплачивать? Есть такие художники, которые говорят, не нужны мне галереи, я сам себе галерея, один сказал, там в Англии живет. И, по-моему, очень успешно продается, потому что сайт сделал, главное его продвигать, да, проталкивать. Это требует усилий, печатать статьи, везде как-то светиться. По крайней мере, я предлагаю 100G все-таки, делайте настоящее, то есть планка высокая. Вот чем выше ее ставите, тем лучше жить. Ты чувствуешь, что есть смысл твоей жизни, да, ты движешься, ты стараешься каждую работу выпускать из своего печатного станка как работу мастера. Вот если такая задача стоит, то приходит время, когда это заметят. Чтобы заметили, нужно себя популяризировать, показывать себя всеми способами. В выставке важный момент, персональный. Делайте больше работ высокого качества и показывайте любыми способами. Все будет хорошо. Друзья, напомню, что сегодня в полночь заканчивается акция за полцены любой урок или несколько уроков в моей школе. Это видеоуроки по живописи. Если вы еще не покупали, начните с 1, 13, 28, 52 и 53 урока. Это некий базис, фундамент, на котором вы будете строить своего стиля живопись, свое здание, своей красоты, той, которую вы видите.
Если эти уроки вы уже видели, смотрите интуитивно, выбирайте по отзывам, по комментариям, по видеоанонсам к каждому уроку он есть. Заходите на сайт. User IC, извините, я не художник и некоторые работы не понимаю. Ну, это нормально. Если бы автор не пояснил, что там, то, думаю, никто бы не догадался, о чем это и где. Контуры непонятно чего, названо конкретное место, но так грубо, что никто не поймет, то ли море, то ли поле. Кстати, про натюрморт, как сказал один художник, если на картине слышно, как звенит хрусталь, значит, она удалась. Слышно, как звенит хрусталь. Может, этот художник был просто на открытии выставки, и там же шампанское пьют, хрусталь, бздынь, бздынь, звучит. Но у Модельяне, всемирно известный, признанный художник, там даже глаз нет. В метафоре, если глаза не смотрят, что это, значит, не произведение искусства. Он же сказал, что когда я узнаю твою душу, я напишу глаза. Ну, по-моему, так звучит примерно. Не все золото, что блестит. И если прям вот в лоб все написано, что звенит хрусталь, это еще может быть и не быть произведением искусства. Согласитесь, друзья? Если под этим звоном хрусталя мы понимаем, что ты изменился в этот момент, ты стал каким-то, ну просто ты любишь, ты более полный, то да, я с этим согласен. Если ты чувствуешь внутри волнение, когда смотришь на картину, что ты не можешь на нее не смотреть, или ты просто не можешь отойти от нее. У меня такое много раз было. И в Таосе, когда я, там, кстати, в этом фильме, который я сделал, он называется «Послание Фешина», я просто говорю в камеру, что я не могу отойти от этой работы. Вот просто не могу. Ну, девушка с маникюрными ножницами. Она недавно была продана, по-моему, за 250 миллионов долларов. Ну, не могу отойти, потому что вроде бы сюжет просто как написано, невозможно оторваться. Вот это, если это звон хрусталя, то да, картина удалась. Друзья, еще несколько минут видео с мастер-класса в Ереване. Елена Ушакова, она живет во Франции, в Провансе. Кстати, к ней мы собираемся писать лаванду в конце июня, я точнее сообщу, и уже подал сегодня документы на визу. Будем ждать, постараюсь успеть все получить, визу и билеты. Лена разработала шикарный маршрут, волшебную программу, 6-дневную, так что можете уже готовиться к ней. И пишите заявки на WhatsApp, я включу вас в группу. А пока ее интервью о классе в Ереване. Во-первых, я хочу, Слава, поблагодарить за вашу работу, за щедрость, которую вы делаете, за ваш позитивный настрой, за ту ауру, которую вы вот вносите в этот коллектив, за ваше умение создавать легкую, дружественную, в то же время рабочую атмосферу. Вчерашний пример 10-минутных этюдов это показал, да, то есть народ умеет мобилизовываться, и в то же время все это проходит очень легко, спокойно. Меня каждый раз потрясают ваши деликатные замечания, то в каком направлении двигаться. То есть это независимо от того, на каком уровне ты находишься. То есть вы умеете настолько грамотно и деликатно человека направить, вот просто большое-большое вам за это спасибо. Конечно, прогресс есть, потому что хочется стремиться к тому, о чем вы рассказываете. Хочется видеть вот этот мир такими богатыми красками. Одно дело видеть, а другое дело уметь это выразить на холсте. Иногда это очень тяжело, но это очень-очень просто вот чувствуется каждый раз прогресс после вот либо просмотренного урока какого-то вашего, либо после пленэра. Пленэр просто энергетически заряжает на вот эту волну. Так что спасибо большое. Не уставала?
График напряженный. Каждый раз, когда мы приезжали на какую-то точку, особенно персиковый сад, ну это было вообще феерично, да. Ущелье для меня было более спокойный день. И вчерашний меня поразил. То есть такой дождливый, такой начинался так сумрачно, брутально, печально как-то даже. А потом вдруг да, такое солнце, такой закат. И вот даже если ты устал, да, то вот эти вот краски, они возвращают силы в двойном размере. Поэтому здорово. И это все благодаря, мне кажется, вашей энергии, которую вы вот распространяете. Спасибо. Спасибо, Лена, спасибо. Каждый день, практически каждый день, я в своей жизни благодарна двум вещам. Ну, одной уже давно, это круговому движению, потому что я считаю, что это феноменальное решение от психологов. А вторая пришла совсем недавно, буквально в прошлом году. Это ваша палитра, разработка. Это настолько удобная вещь, ты в нее заложил краски, и ты можешь на целый день уходить с такой легкой сумочкой, практически с дамской, в которой губная помада, телефон, кошелек. Вот больше ничего не весит. Прекрасное изобретение. Я считаю, что это нужно пустить в массы, чтобы это было, в конце концов, написано палитра от Короленко. Сделаем. Да. В конце ролика будет прямая ссылка на 573 видео «Живопись в примерочной». Посмотрите его и не забывайте лайки, подписки, комментарии и вопросы.